Латвии проголосовал за введение института гражданского партнерства. Поправки к 8 законам предусматривают введение в стране института гражданского партнерства. И согласно нововведениям, с 1 июля следующего года 2 человека любого пола смогут официально регистрировать свои отношения у нотариуса. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Сахал уничтожил еще одного командира боевиков и призывает жителей Газа перемещаться на юг региона. Юг – это более безопасный район, где люди получат лекарства, воду и еду. Украина до конца года еще покажет новые победы, уверены Зеленский и Белый дом. Мы сосредоточены на том, чтобы продолжать оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности. Ни дня без орденов. Кадыров готовит преемника и выдает детям новые награды. И даже если ему в какой-то момент придется временно, или не временно отойти от дел, то есть его семья, есть его сын, есть его племянники. Доброе утро, дорогие подписчики! Не проходите мимо! Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны, и это очень поможет продвижению наших видео. Итак, вперед к новостям! Сахал заявляет об уничтожении регионального командира Хамас. Ибрагим Абу Максиб возглавлял подразделение противотанковых ракет Хамаса и отвечал за операции с использованием противотанковых управляемых ракет в центральной части сектора Газа. Кроме того, Сахал заявил о полном контроле над севером сектора Газа, где продолжает наступление и ведет бои Хамас. Израильские военные также вновь открыли эвакуационный коридор для выезда гражданского населения на юг региона. Мы увидели, как 50 тысяч жителей Газа переехали из северной части сектора Газа на юг. Они переезжают, потому что понимают, что Хамас потерял контроль на севере. Юг – это более безопасный район, где люди получат лекарства, воду и еду. Они понимают, что это улучшение. Мы будем способствовать потоку гуманитарной помощи на юг. Мы позволим и дальше жителям Газа выходить из лап Хамаса на севере сектора Газа. Хамас потерял контроль и продолжает терять контроль на севере. Украина еще может добиться успеха на поле боя в этом году. В этом уверен президент Украины Зеленский. ВСУ продолжат вести боевые действия против россиян, несмотря на трудности во время проведения контрнаступления и конфликт на Ближнем Востоке, отметил президент. По его словам, у Украины есть планы и конкретные направления на юге и востоке, которые будут освобождать. Кроме того, и президент США Байден верит, что Украина сможет вернуть свои территории, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. Общая сумма средств, которые были предоставлены Украине с начала войны, превысила 60 миллиардов долларов. Это не просто помощь в сфере безопасности, это экономическая, финансовая и гуманитарная помощь. Мы использовали около 96% того, что осталось, и более 90% средств пополнения помощи в сфере безопасности уже израсходовано. У Минобороны осталось примерно 1,1 миллиарда долларов для пополнения запасов к зиме. Взлетная полоса становится короче, поэтому нам нужно одобрить этот дополнительный запрос. Мы сосредоточены на том, чтобы продолжать оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности, чтобы она могла максимально использовать оставшееся время прежде, чем наступит непогода. Мы верим, что ВСУ могут вернуть свою территорию. Путин прибыл с официальным визитом в Астану. В аэропорту его встретил Токаев. Они вместе приняли участие в 19-м форуме межрегионального сотрудничества. Ничего нового, но российский диктатор снова неправильно произнес отчество президента Казахстана. Вот Касым-Жомарт Кемелевич сказал, что где-то 27 миллиардов, по нашей статистике 28,2 миллиарда. Токаев обиделся и в приветственном слове перешел на казахский. Путину со всей своей российской делегацией пришлось срочно искать, где у них наушники с синхронным переводом. Не контактировать все же с российским диктатором Токаев не может. Его политика основана на многовекторности, ведь страна находится между РФ и Китаем, рассказал в интервью украинскому телеканалу Freedom правозащитник Галым Агилиулов. Но это и есть политика Токаева. Тут
многовекторность, которая реализуется настолько широко, лишь бы, может быть, усидеть на нескольких стульях, но проводить именно свою политику. И эта политика может быть продавлена именно со стороны сильных соседей, которые, защищая свои интересы и требуя от Казахстана, постоянно могут диктовать свои условия. И поэтому, если посмотреть экономически, то, конечно, продажа и уранового месторождения – это стратегическая потеря для Казахстана, который был отдан за, можно сказать, за бесценок. То же самое это и непонятно, что сейчас творится с Миттл, с Карметкомбинатом, который в свое время был продан по коррупционной схеме в Лакшми. И сейчас непонятно, кто будет контролировать Карметкомбинат. Это тоже во многом непонятно, кто будет, опять же, кто придет, какое место, казахстанский или все-таки, возможно, российский. Тут очень многие моменты, которые говорят о том, что все равно Россия как игрок, она продавливает нашего президента Токаева, и именно интересы России, они учитываются в ходе вот этих двусторонних отношений. И, конечно, Токаев пытается уравновесить это все за счет Запада. Сыновья Кадырова и герои Чечни Адам тоже получили высшие ордена парламента республики. 15-летний Адам, который избил заключенного в СИЗО, видимо, решил приблизиться к Брежневу, или к Каддафи по количеству орденов. Не проходит и дня, чтобы ему что-то не вручали. Это уже его 6-я награда. За что именно 18-летний Ахмат и 16-летний Эли получили почетные награды, неизвестно. Как написал министр нацполитики Чечни Ахмед Дудаев, дети Кадырова являются ярким примером для подрастающего поколения. Правозащитники сочли рост внимания к Адаму Кадырову подготовкой преемника главы Чечни. Рамзан Кадыров явно таким образом дает понять, что у него есть клан, у него есть семья. И даже если ему в какой-то момент придется временно, или не временно отойти от дел, то есть его семья, есть его сын, есть его племянники, есть его старшие родственники, которые будут, соответственно, младшим родственникам помогать и так далее. Но еще вот среди политологов популярна достаточно идея, что вот этими скандалами вокруг мальчика Рамзан Кадыров отвлекает внимание прессы, внимание общества как раз от неприятных слухов о своем здоровье, которое якобы все ухудшается, ухудшается и ухудшается. В Беларуси тайно вынесли приговор айтишнику, которого задержали после нападения на российский самолет в Мачулищах. Дмитрия Мостового обвинили в государственной измене и пособничестве экстремистской деятельности. Дело рассматривал Брестский областной суд. Официальный приговор не был оглашен, но, как стало известно изданию «Диссидент Бай», Дмитрию дали 10 лет лишения свободы. Мостового задержали в начале марта 2023 года. Он якобы вел трансляцию аэродрома для мониторинговой группы «Белорусский Гаюн». Ну а тем временем Виктору Бабарико исполнилось заключение 60 лет. Вот уже более 3 лет политики и меценат находится за решеткой, пишет в настоящее время Беларусь. Все это время очень мало известно о его жизни и быте. Лукашисты делают все для того, чтобы связи политзаключенного с внешним миром не было. В первое время, я думаю, что еще мы умудрялись даже делать какие-то интервью с Виктором Дмитриевичем. Переписка была регулярная, да, не со всеми, близкими родственниками, с каким-то определенным полом людей. Для нас непонятно, в каком принципе это был. Цензор выбирал тех или иных людей для контакта с Виктором Дмитриевичем, но она была постоянной. И вот уже мы можем констатировать, что в феврале 2023 года она уходила, подала на нет, естественно, за 22-й мы уже не могли делать каких-то интервью, потому что ситуация обострилась, особенно ситуация с войной. Но вот уже к февралю 23-го мы потеряли связь с Виктором Дмитриевичем. Ранее родственники и адвокаты констатировали такую же потерю связи с Сергеем Тихановским, с Таткевичем, и многими другими яркими оппозиционными личностями, с Марией Колесниковой, конечно же. И данная ситуация продолжается по сей день.
Картину Пабло Пикассо женщина с часами продали на аукционе Сотбис за 139 миллионов долларов. Это вторая по стоимости работа испанца из всех когда-либо проданных на торгах. До начала аукциона женщину с часами оценивали в 120 миллионов долларов. Имя покупателя осталось в тайне. Более 50 лет картина хранилась в США в коллекции американской светской львицы Эмили Фишер Ландау. В марте этого года она умерла, а право на продажу 120 работ из ее коллекции получил аукционный дом Сотбис. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео, ну или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!